Всем привет, это Иван Жданов. Сегодня 19 апреля и 55-й день войны. Мы рассказываем вам самые важные новости к этому часу. Российские войска начали активные боевые действия. Ночью были обстреляны не только позиции ВСУ, но и украинские города. Появились новые данные о потерях российских солдат, в том числе из Чечни. А США может внести Россию в список стран-спонсоров терроризма. Но начнем с боевых действий. Вчера вечером Зеленский объявил, что битва за Донбасс началась. По разным данным, российские войска перешли в массированное наступление сразу на нескольких участках фронта, как в Донецкой области, так и в Николаевской. Самые серьезные атакующие действия российские войска предпринимают в районе Изюма. Здесь, по украинским данным, действует группировка в 25 тысяч человек. Первые пробные атаки идут по трем направлениям: в сторону Славянска, Барвинкова и Новой Николаевки. Кроме того, путинские войска взяли Кременную и пытаются продвинуться дальше. Идут атаки на Рубежное и Попасную. Везде украинские силы пока дают отпор, продолжаются тяжелые бои. Все это наступление похоже на разведку боем. Российские части ищут слабые места в обороне противника, чтобы затем прорвать оборону и выйти на оперативный простор. Вчера ночью по всему фронту шли массированные обстрелы. Об этом сообщала как украинская, так и российская сторона. Ё-моё, блин. Ах ты, твою медь. Атакующие предпринимали попытки продвинуться вперед и на других участках фронта. Локальные столкновения шли в районе Гуляй-Поля, а также в Николаевской области. Там украинцы отбили атаку на Александровку. По данным ВСУ, путинские войска потеряли 28 человек военнослужащих и 5 единиц техники, в том числе бронированной и автомобильной. Шли обстрелы из самого Николаева. Ночью сообщали о сильных взрывах. Напомним, с 12 апреля в городе повреждено водоснабжение и жители получают воду из источников. При этом Нью-Йорк Таймс со ссылкой на экспертов пишет, что полноценная атака российских сил пока не началась и переброска дополнительной техники и солдат продолжается. Однако многие могут переоценивать возможности российской армии. Об этом заявил Майкл Кофман, шеф отдела российских исследований института CNA. В Мариуполе начался штурм завода «Азовсталь». Российская сторона сообщает о выдвижении специальных штурмовых групп на саму территорию завода, и там же регулярно бомбится эта территория. В том числе, вероятно, многотонными авиабомбами с бомбардировщика Ту-22М3. Вот эти кадры мы получили буквально вчера. Снова атакован населенный пункт в России. Сегодня ночью обстреляли село Головчино в Белгородской области, расположенное в 20 километрах от границы с Украиной. Вероятно, целью была ремонтная база, где восстанавливают технику. Сообщают об одной пострадавшей женщине. Появились новые данные о потерях российских моряков с крейсера «Москва». «Медуза» сообщает, что 37 членов экипажа погибли, а более 100 ранены. Кроме того, есть пропавшие без вести. Эту информацию журналисты получили от источника, близкого к командованию Черноморским флотом. Поразительная, конечно, история с этими пропавшими без вести. Куда они могли пропасть? Очевидно, что так пытаются уменьшить количество погибших, которых гораздо больше. CIT сообщает, что у России не осталось ни одной бригады морской пехоты, которая не понесла бы потерь. Эксперты отмечают, что боеспособность подразделений заметно утратилась. Это логично, ведь быстро подготовить опытных солдат невозможно. Восполнить потери можно только новобранцами. Правозащитник Абубакар Янгулбаев опубликовал карту, где собрал всех известных погибших из Чечни. Там уже 26 человек, есть даже приблизительные адреса погибших. Все это собрано по открытым источникам и сообщениям от семей. Тем временем издание «Кавказ Реалия» сообщало о примерно 60 погибших военнослужащих из Чечни.
А я напомню, кстати, что мать Абубакара Зариму Янгулбаеву еще в январе похитили чеченские силовики и увезли в Чечню и взяли под арест якобы за нападение на силовика. Сейчас она все еще находится в СИЗО, и это, конечно, отдельная катастрофа, что родственников правозащитников вот так вот мучают. Тем временем Владимир Путин присвоил гвардейское звание 63-й отдельной мотострелковой бригаде. По украинским данным, именно это подразделение вместе с другими находилось в Буче и Киевской области. То есть Путин взял и наградил, а гвардейский корпус — это награда, типа особое отличие солдат, которые убивали и насиловали мирных жителей. Совершенно четкий сигнал такой, типа давайте делайте, что хотите, вам за это ничего не будет. Путин реально хочет и уже организовал геноцид украинского народа. Это чисто его типичный почерк — награждать тех, кто избивает людей на митингах, тех, кто там убивал Немцова. Вот такой почерк Путина. Это я вот такой кровавый диктатор. И безусловно, он лично за все это отвечает. И кровь лично на его руках, кровь тех людей, которые были убиты в Буче. МИД Украины сообщил о возвращении в Киев 16 диппредставительств. Вот они все на инфографике. Это, конечно, важный символический шаг для поддержки Украины. Тем временем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден отклонил предложение сенатора Кунса, призвавшего отправить в Украину американских солдат, потому что США не планируют воевать с Россией. Одновременно с этим США изучают возможность признать Россию государством-спонсором терроризма. Об этом пишет CNN. Подобный статус автоматически означает еще более серьезные санкции и почти полный отрыв России от цивилизованного мира. Вот судите сами, сейчас статус спонсоров терроризма имеет Северная Корея, Иран, Куба и Сирия. Пусть США не планируют вводить войска в Украину и даже закрывать небо, что критически необходимо, но это не мешает американским военным персонально ехать на войну в качестве добровольцев. Старшина ВМС в отставке и специалист по терроризму и военно-морской криптологии Малкольм Нэнс вступил в иностранный легион. В интервью NBC он заявил, что пора прекращать говорить и начинать действовать. Малкольм известен как один из тех, кто раскрыл правду о пытках американских солдат в Гуантанамо и помогал бороться с этими преступлениями. Ему уже 61 год. Президент Франции Макрон заявил, что страна не нуждается в российском газе и намерена продвигать санкции против него. Надеюсь, все это зайдет дальше телефонных разговоров. А вот посол Евросоюза в Украине опубликовал фотографии, на которых Владимир Зеленский официально передает заполненный опросник, необходимый для вступления в ЕС. И напоследок новость с другой стороны земного шара вообще. Новая Зеландия ввела санкции против 18 крупнейших российских банков, в том числе Сбера, Альфа, Банка России и Газпромбанка. Теперь у путинских чиновников не получится проводить финансовые операции даже через Новую Зеландию. Напоследок немножечко безумие. Вот они реально сошли с ума и на кулич налепили свой свастон. Символ, под которым сейчас гибнут тысячи мирных граждан и просто происходит настоящее преступление и катастрофа. Я не знаю, как это объяснить. Возможно, в России необходимо будет нам потом организовать каких-то психотерапевтов, которые будут лечить как-то массово по телевизору, по Первому каналу, потому что иначе это невозможно как-то с этим справиться. Вы видите, какие усилия прикладывает и пропаганда, чтобы вся Россия думала, будто война — это правильно. На федеральных каналах, например, ничего не говорят о погибших в Украине, и о погибших даже российских гражданах тоже ничего не говорят. Вот на том же крейсере «Москва». Поэтому мы с вами должны бороться и пробивать эту стену неправды. Распространите, пожалуйста, наше видео, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, напишите комментарии, все это реально помогает. Вечерний стрим в 19 часов. В конце мы показываем вам видео из Мариуполя. Посмотрите, во что российские войска превратили этот город, в котором проживали 500 000 мирных граждан.